Короче, сегодня приору чипуем. Приора. Че? Подержу аппарат. А надо болт снять, как я открутил. А ты что, ноги не знают, как болтик откручивать? Ну а вдруг вот так? Не знаю, где мозги. Тот раз Правильный болтик, он против часовой откручивается. болтик вот этот откручивается. Вот эта вот хрень снимается. Вот так вот. Жестко она снимается, конечно. Бесцеремонно. У нас где-то мозги были. Да? Блин, не видно. Так вот, нет фонарика посветить. Делаю. Я пока шнур достану. Вот этот вот шнур, который, блядь, перенес не одну модернизацию уже этот шнур. С учетом этих. Как он, хрена? Ну-ка. Ну вон там мозги, короче. Вроде это. Хер его знает, вроде что-то. Что-то вроде видно там, а вроде не видно. Сейчас на ощупь, короче. Шнур оденем. Одел. Вот, в шнуре тут самый главный вот этот тумблер, он волшебный, короче. Сразу все. Я его припаял. Примотанный. Сегодня я его припаял уже конкретно. Чтоб без всяких инцидентов, блин, как в прошлый раз. Так, и что тут? Ноутбук. Вроде больше мне не надо ни хрена. Льем. Ага. По чуть-чуть. Так, значит, тут все это. Выбор-то уже почти. Идентификацию попробуем нажать. Ну все, идентифицируется, он там приорошная эта прошивка. Сейчас мы из приора сделаем четырку, потому что что мы ее чипуем? Потому что поршневую сменили. Да, поменяли поршневую. С приорошной на 14-вкою. Вот. Выбираем файл от четырки. Выбираем файл от четырки. Жмем открыть. Файл загружен там. И жмем запись. О, все, потекло электричество. Вон, флеш стерлась. Программирование. Она вот отсюда уже отсвечивает. Поближе просто. Все низко лежит. Там солнышко, облака зато видно. Погода сегодня хорошая, пока прошивка шьется, вон кошки бегают. Льется весеннее. Кошка вон побежала, красивая очень. Что тут еще-то? Дома тут прошивку заливаем прям на улице, заливаем прошивки. Да. Чё? Гаража нету.
Да, гараж надо скоро идти чистить. Снег. Он растает, не надо чистить еще. Не-не, сейчас я заезжал, с крыши должен упасть. Ага, И чтобы он очищать. не успел замерзнуть, его надо Очистить. убрать оттуда. А то прошлой зимой там нормальный такой слой был. Тебе надо звать Алексея, чтобы он тебе помогал. Брал Да. интервью, как чистить снег. Правильно. Все, операция завершена у нас. Закрываем комп. Комп закрываем. Так, прикуриватель, да. Дергаем. Так, ну Че, короче, прошили. Сейчас тестовый заезд. Что, лучше там, хуже. С прошивкой-то четырки. Приора теперь стала четыркой. Одним движением руки. Вот собака побежала, смотри. Все, сначала ждем, да? Не, поехали. Сразу? Да. Ничего ждать. Мелочиться. Да. О, главное, завелась с первого раза, кстати. Да, уже. Даже то, что завелась, это уже чудо. Блин, Приора стала четыркой, да еще и завелась. Держите, сударь, ваш плястик. Облака четкие, блин. Вообще сегодня погода прям охрененная. Шепчет. Да, только шей. О, сейчас хоть день нормальная видимость. А то все, блин, ночами, блин, приезжают. Давай чипанем ночью. Днем не чипуется. Ну, скоро летом-то будет ночью уже светло. Ну да. Приятно будет чиповать. У нас тут Направо поехали. вообще дорога. Ну там проедем. Нет, там. да, я говорю, дорога вообще здесь только убитая. Ее бы чистили когда-нибудь эту дорогу. Было бы хорошо. Надеюсь, что там за 10 минут не больно много звонков-то пропустим. Да, ну, перезвонят, если недоступен. Или самому придется перезвонить. А тогда это отдельно тебе выносить камеру. Да и это, блин. Тебе надо просить отдельная Алексея. здоровье, да. Алексей тебе поможет в съемке. Ебать, как валит. Да, она сейчас намного. Тебе придется это сказать зрителям Ютуба, так что как хочешь. Давай, говори свое мнение. Сейчас, подождите свое мнение. Мы что, Рано приезжаем, еще? Рано. Блин, ну Приезжаем. ладно, хрен с ним. Сейчас он вроде асфальт. Блин, смотри, асфальт подсох. Я говорю, здесь Может там и напрямую это тоже подсох. Может получится разгончик до соточки заснять по-быстренькому. сейчас проедем. Она сейчас молниеносно будет разгоняться. Ну как вообще изменения-то есть? Изменения Чуть-чуть. есть. Перестал после замены поршневой, потому что поменял в связи с боязнью, что загнет. На этих движках гнет клапана. Это грантовский движок 8-клапанный. Модифицированные они, знаете, облегченные поршня приоровские. И чтобы избежать этого, менял поршня, поставили вазовские, десяточные поршневую группу, и она уже у нее стала маленько премис другая, и подтупливать стала, при переключениях стала поддрыгивать. На холодную особенно, когда заводится, такое ощущение, что Не хватает нехватка, чего-то. да, нехватка. Либо топлива, либо что-то нехватка. Недостаточно, и она
иногда дурит. Заводишь, начинает глохнуть. А со второго раза, когда уже заводишь, все хорошо работает и никаких дефектов нету. Блин, смотри, вся дорога почти оттаяла. Дорога, Вот да. если прямая оттаяла, прям, блин, вообще. Погода, блин, шепчет так-то. Вот, смотри, ништяк, асфальт. А это... Стой, давай тормознем, блин. С нуля разгон. Хоть так вот. Давай с нуля возьмем У нас первый тогда. этих приборов нету, там тестовых, но так образно, как восьмиклапанный приор разгоняется, можно понять. Ну вот и соточка. Там, кто засекал секундомер, там можно это все увидеть. Да. Ну это опять же мы тоже не ложили, до 4 крутили, можно Да. дальше положить, быстрее будет. Но идет плавнее, мягче идет. При переключениях нету. Дрыгание. Да, дрыгания этого нет, а то было заметно, переключаешься, она А попробуй это, отпустил, нажал, так это. В таком мы режиме. здесь ямки проедем, Ямки проедем. развернемся, Ну да, развернемся. проверим ее на туповатость. Проверим на разгон до 200. Надо летом. Летом тут, блин. Летом здесь ни разу не по Ну трассе вот эти можно. моторы без проблем 160 тут успевают. 180 по Первомайке давал я на нем. 180 идет спокойно. Плюс еще просит, но уже Да, да, на наших вот машинах страшно уже у меня дальше. сосед тоже сказал, что, блин, под 200 разогнался, она еще просит. Да, она Говорит, просит, уже но боюсь, страшно. говорит. Да, на них страшно подвеска, потому что надо намного жестче делать все. А жестче неохота. Уже будешь как на козле. Сейчас развернемся, там сзади кто-то чалил. Большой такой. Ага, УАЗик там. С третьей от 2000 уже начинает тянуть сразу же. С 2000 поднимает. 2000 уже нормально прям. Да, уже нормально идет. Ну да, вот сейчас тяга уже стала чувствоваться на маленьких машинах, адаптировалась и уже по ходу. Уже пошла. Мне кажется, от дома-то отъезжали не так, она бодро еще Ну, а только вжимала. что зашили. Сейчас. Ну, да. Вот он ништяк, самое главное. Самое главное, облака красивые, солнышко, Погода, солнышко, весна, чип-тюнинг, чип-тюнинг. сезон Ну, открыт, Да, можно сказать. летний сезон. Айда все на прошивку. Открытие сезона чип-тюнинга. Трасса наша тестовая оттаяла, можно, Прямая. да, можно ехать тестить уже новые прошивки на новые машины, там, на Весты всякие, там, X-Ray. Скоро, может, Stinger чипанем, там уже появилась такая машина-то. Сразу можно сказать пользователям то, что экономия появляется. Даже после прошивки динамика лучше, экономия на бензине есть. Сколько Особенно примерно по трассе. экономии? Ну, летний период я могу сказать то, что по трассе едешь. Так, это у нас средний расход, ой, мгновенный расход, Наверное, кажется, там. да. Хер
видно, там не видно. Вроде что-то видно. 6,9 6,9 там. Летний период по трассе 5,6 при скорости 100-110. Не муторной езды, а постоянно обгон, торможение, обгон, опережение идет. Зимой, конечно, сразу литром плюс. Потому что, соответственно, прогрев машины. Зимой тут вообще... Зимой, да, зимой пока прогреешь. Конечно, когда в гараже стоял, прогрев был намного быстрее все проходило. И бензина меньше. Примерно где-то зимой по городу 7-8 литров. 8 литров Но это все уже... равно очень мало. Что-то. И это очень хорошо, а не мало с нашими ценами да. на бензин. Поэтому айда все шиться. Кстати, благодарность была с Форда. С Форда, Форд выразил благодарность. Да, Форд выразил благодарность. Он поехал. Он домой уже стал подъезжать, она у него адаптировалась и начала думать совершенно по-другому. Он был, как раз у меня день рождения в этот день был. Да? Он был счастлив, да. Подарок удался. Да, подарок удался. Конечно, на Форде там и было маленько косяков, но все это исправимо. Обращайтесь к Виталию. Он А чё исправит там? любой косяк. Постоянные ошибки. А что он Форд? Все равно движок у него 1.6. Ну да, что там, 100 лошадей, я что хотел Да. сказать. Что Форд, 100 лошадей, 1.6. Это ж... 1.6. Они... Да ладно, ж двухлитровый там, есть Да, где двухлитровые разгуляться. они... И то тупые, кстати. Нет, я шил двухлитровые. Они... Все просятся прошиться. Потому что с завода все машины зажатые. У них ресурсы их тоже зажат, чтобы избежать поломок лишних. На заводе не важно, какой там расход, хоть там будет 12 литров. Главное, чтобы она ехала и работала. Главное машину впарить людям. Ну да, главное. Подороже. Сейчас впарить. Сейчас все очень дорого стало. Так что берем приоры. Да, кстати, Приора это Приора хороший очень вариант. С 11 года во владение не жалуюсь. Очень жалко ее даже если продавать. Машина очень хорошая. К салону шумов практически. Даже с 11 года ничего не менял. Кстати, потолок посмотрим. Потолок, салон. Там, блин, вообще Салон чехольчики натянул. Больно боже. нормально. Хотя и жалуются то, что да, некомфортно только в жару. Когда она стоит на раскаленном солнце. Да, кондей? Не хватает кондея? Кондея не хватает, но с одной стороны он нахер не нужен. Потому что я не приверженец кондиционеров, я приверженец климат-контроля. Я не люблю кондиционер, А потому что что... климат-контроль, надо что-нибудь дорогое, типа Да. на Ауди вот этой черной. Да. А на наших кондиционер это вечно летом поездил. И сопли, и, блядь, постоянно, блядь, с этим одним мучением. Не люблю. Даже многие ездят вообще, у кого кондиционер стоят, даже знаю у друзей, ни разу не включают. Купят машину без кондиционера и ездят с обычной, блядь, печкой. Бывает. Вон кошка все сидит, караулит. Она он. ждет, Да, ждет. ждет отзыв, давай. Тоже чиповаться. Реальный отзыв давай гони. Все супер. Виталию спасибо большое за прошивку. И подписывайтесь на канал. Не думайте, кто думает, там раздумать, шиться или не шиться, езжайте, прошивайтесь. Потому что машина реально начинает ехать хотя бы с завода. Даже они тупят. Вот поршневая стояла другая. И то была с Егазом, это очень зажато все было. Егаз очень тупой на вазах, потому что Егаз требует прошивки. Он, соответственно, проблемы были изначально. При обгоне нажимаешь тапку в пол на Егазе, он тебя ограничивает, не дает тебе ехать еще. Нужно, чтобы он думает. После приезда к Виталию все проблемы решены. Она не думает просто, ну как с тросика, можно сказать. Егаз превращается в тросик. Проблемы такие уходят. Сменили поршневую, опять проблема решилась, прошивка и стала. Проблема всё решилась, мягенько все опять. стало мягче, перестало дергаться. А на разгон идет тоже. Потому что при смене поршевой, соответственно, увеличился у нас объем. А стандартная прошивка была маленько под другой залит. Большое спасибо, Виталий. Подписывайтесь на канал. Так, кошка. А на следующий клиент. Кошка, следующий клиент на чиповку. Да, весна.